Всем привет и добро пожаловать на мою любимую кухню, где мы с вами готовим все полезное, красивое, вкусное и бюджетное. Дорогие друзья, вот ответьте мне на такой вопрос. Кто из вас не любит пельмени? Понимаете, я еще ни разу в жизни не встретила человека, который особенно с Восточной Европы и знает, что такое пельмени, чтобы он сказал: я не люблю пельмени. Я обожаю пельмени, но, к сожалению, настоящие наши сибирские пельмени или какие угодно пельмени, их, короче говоря, нельзя на стадии снижения веса, потому что в настоящих пельменях мы их как делаем? Тесто и какой-то вкусный, хороший жирненький фаршик, да, и вот эта комбинация жиров и быстрых углеводов, это, очень и очень плохо для нашего здоровья и фигуры. Но, дорогие мои, я вас хочу сегодня обрадовать очень простым и таким вкусным рецептом. Вот честное слово, мои девчонки уже и мальчишки делали их, кто только один раз попробует, постоянно раз в неделю они их готовят. Мы сегодня с вами сделаем ленивые пельмени, которые будут вкусные и от которых у вас не прибавится ни одного грамма. Ну что, идемте готовить. Для приготовления наших пельменей нам с вами понадобится кастрюля, досточка, силиконовая ложка, венчик, пинцет и из продуктов питания 400 грамм фарша. У меня смешанный свинина и говядина. Четверть чайной ложки перца, соль по вкусу, 2 большие такие ложки с горкой крахмала, 1 яйцо и 1 измельченная луковица. Ну, а теперь начинаем готовить. В миску с фаршем мы с вами отправляем луковицу, соль, перец. И теперь все это хорошенечко вымешиваем. Чтобы фарш был более сочным, я добавлю немножечко водички. И продолжаем вымешивать до однородной массы. Фарш вымешали, я его немножечко так даже отбила. Теперь я возьму немножечко водички для того, чтобы смачивать руки. И мы с вами будем делать шарики. Это будут наши пельмени будущие, которые мы должны с вами выложить на обыкновенную досточку. Смачиваем наши ручки и берем фарш и делаем такие обыкновенные маленькие шарики, как для пельмешек. Размер выбирайте сами, как вы любите. Можно побольше, можно поменьше. Все это проделываем абсолютно со всем нашим количеством фарша. Я добавила много лука для того, чтобы пельмешки были сочными. И немножко водички тоже вы видели. Это тоже даст сочность. Вот сколько у нас с вами получилось будущих пельмешек. И теперь, внимание, мы должны их поставить в морозильную камеру буквально на минут 15-20. А тем временем мы с вами займемся приготовлением а-ля теста. Яйцо мы должны взбить венчиком. Крахмал уже готов, и сейчас мы вытаскиваем наши а-ля будущие пельмени из морозильной камеры и будем готовить тесто. Смотрите, наши шарики подмерзли, но они не совсем замерзшие, но с ними будет гораздо легче работать. То есть, видите, они отделяются легко и приятно. Теперь мы с вами будем делать настоящие пельмени. Я взяла пинцет, чтобы не прилипало ничего у меня к рукам. Берем шарик и окунаем его в крахмал. После этого опускаем в яйцо. Я несколько шариков так сделаю, потому что у нас в яйце еще есть место. Видите, как не прилипает ничего у нас из-за того, что фарш мы приморозили немножко. 15-20 минут буквально. Так, все чудесненько у нас обволакивается в кукурузном крахмале. Воду уже можете
поставить на огонь, потому что когда мы будем с вами бросать пельмени, мы их должны забрасывать одновременно, чтобы они все у нас тоже равномерно приварились. Так. И еще один. Так вот. Теперь те, которые у нас уже лежат в яйце, мы вот так вот прокрутим и опять положим в крахмал. И наш пельмень готов. То же самое делаем с другими. Обволакиваем в яйце и еще раз в крахмале. Это все можно делать руками, просто я не люблю, когда липнет тесто к пальцам. Так что можете делать в перчатках или руками, или как я, пинцетом. Все у нас произвольно на вашей кухне. Делайте, как вы хотите. Теперь берем вторую партию. Обволакиваем в крахмале, потом в яйце и еще раз в крахмале. Отправляем обратно их купаться в яйце. Оп. Переворачиваем и еще раз в крахмальчик. И все то же самое мы проделываем с остальными пельмешками. У меня получилось из 400 грамм фарша вот столько пельменей, 40 штук. И именно в этом состоянии вы можете также их заморозить, если для вас это слишком много. И в другой раз, когда вам захочется пельмени, вы можете достать их из морозильной камеры и сварить. Ну а я пока буду варить мои на всю семью. Вода закипела, и я начинаю выбрасывать пельмешки в кастрюлю с горячей кипящей водой. Я взяла лопатку, чтобы, опять же, ничего у меня к рукам не прилипало. Бум. Очень все хорошо отходит. Упс. Теперь я немножко их перемешаю. И когда они всплывут, все как с настоящими пельменями, они будут готовы. Я вам их обязательно покажу. Ну и как вам мои пельмени? Если вы уже их сделали, обязательно оставляйте комментарии. Дорогие друзья, извините, мне нечего вам показать. Почему? Потому что на следующий день после того, как я записала это видео, я простыла, и у меня не было совершенно голоса. Поэтому нечего вам сейчас показать, но очень и очень удачный и вкусный рецепт. Единственное, что можно так добавить или посоветовать, когда вы делаете вот эти вот шарики для пельменей, их можно даже с вечера, к примеру, сделать и подморозить, да, а на следующий день, или там пусть они полежат у вас не 20 минут, как у меня, а ну, час, полтора-два, вот так вот. И тогда будет все очень легко обваливаться в яйце и в крахмале. Очень хорошо получается этот рецепт и очень вкусный. Повторюсь, что те, которые первый раз их сделали, потом не могут оторваться, и это шедеврально. Так что попробуйте и вы сделать, и это очень и очень вкусно и полезно. Дорогие мои, пробуйте, экспериментируйте. И спасибо за ваши лайки, подписки, комментарии. И до новых встреч, до новых интересных и полезных рецептов. С вами была ваша Виктория. Пока!